На краю небольшого, но живописного села, затерянного среди зеленых холмов и лесов, жила прекрасная девушка по имени Эмилия. У нее было большое сердце и еще больше мечтаний. В отличие от других жителей села, ее мечты выходили за пределы привычного. Она хотела путешествовать, видеть мир за пределами успокаивающего взгляда деревни и созданных страхами и сомнениями паттернов, которые существовали в этом месте. Но не только ее мечты были живыми. В ее сердце жила и настоящая глубинная любовь к ее мужу Джейкобу, с которым она мечтала построить будущее. К сожалению, в один злополучный день Эмилия столкнулась с трагедией, которая изменила ее жизнь навсегда. Она попала в серьезный несчастный случай, в результате которого стала инвалидом и оказалась в инвалидном кресле. Этот момент стал поворотным в ее жизни. Мир, который ранее наполнялся яркими цветами, потерял свой свет, и прежний жизненный ритм, который когда-то казался таким естественным, превратился в затянувшуюся борьбу. Каждый день становился трудной задачей, и, казалось, надежда на лучшее таяла, как осенние листья под холодным дождем. С самого начала реабилитации Эмилия пыталась сохранять положительный настрой, но с таким изменением в своем состоянии ее отношения с Джейкобом начали трещать по швам. Он был ее опорой, ее поддержкой, но вскоре его терпение и забота начали угасать. Ему стало трудно переносить тот груз, который теперь лег на его плечи. В его глазах, обычно полных любви, все чаще появлялось недовольство и разочарование. С каждым днем Эмилия чувствовала себя все более изолированной и бесполезной, как будто жизнь покинула ее, оставив лишь оболочку. Джейкоб, изначально столь поддерживающий, вскоре начал посещать мрачные мысли. Он начал задаваться вопросом, нужна ли ему эта жизнь, если его любимая женщина больше не может с ним делить радость каждого дня. Из его бывшего благородства начали вылезать темные мысли. Он стал ощущать себя жертвой обстоятельств и начал относиться к Эмилии как к обузе. Эти внутренние конфликты привели к тому, что его отношение к жене стало все более непереносимым. Прошло несколько месяцев, и Джейкоб, обремененный своим отчаянием, принял невероятно жестокое решение. Он задумал избавиться от Эмилии. В его голове, переполненной гневом и недовольством, у него родилась идея использовать быка, которого они держали на ферме, как инструмент для достижения своей цели. Джейкоб заготовил план. Он собирался увести Эмилию в загон, выпустить быка и прямо перед ней оставить животное, настраивая его на агрессию. В его разуме это представлялось как способ освободить себя от груза и отправить Эмилию на тот свет, чтобы начать новую, более счастливую жизнь. День, когда он задумывал это преступление, был ясным и теплым. Эмилия, не подозревая о злом намерении своего мужа, радостно согласилась на короткую прогулку на свежем воздухе. Она была уверена, что Джейкоб по-прежнему заботится о ней и просто хочет улучшить ее настроение. В ее сердце хранилась надежда, что этот выход может вернуть хоть каплю счастья в их жизнь, даже если она была прикована к коляске. Эмилия никогда не могла бы представить, что ее жизнь в этот момент готовилась к перевороту. Когда они прибыли к загону, Джейкоб вывел ее, и она почувствовала легкое волнение, глядя на быка. Шершавая кожа и мощное тело животного внушали ей некий страх, но она пыталась подавить его, чтобы не показать Джейкобу свою уязвимость. Внезапно бык, словно предчувствуя беду, стал вести себя агрессивно. Он начал и работать на заклание, его раненый взгляд заколебался в ожидании возникновения настоящего страха. Но вот что-то необычное произошло. Вместо того, чтобы паниковать, Эмилия почувствовала в себе смелость, которую она раньше не осмеливалась проявить.
Она обратила внимание на быка, увидев в нем своего соперника, смешанного с разочарованием. Это животное тоже, как и она, было связано с испытаниями судьбы. С этой мысленной нитью между ними Эмилия сделала шаг вперед, протянула руку к животному, что опровергло ожидаемую жестокость. Ее нежный жест привел к неожиданной реакции со стороны быка. Вместо агрессивного выпада животное остановилось, прислушиваясь к ее голосу и дыханию, к тому, как она пыталась найти эту нужную связь. Некоторые испытываемые чувства Эмилии, такие как нежность и сострадание, передались ему. Быку потребовались именно такие эмоции, чтобы ощутить себя в безопасности и понять, что перед ним не враг, а друг. К этому времени со стороны мимо проходил местный житель по имени Томас. Он обратил внимание на странную сцену в загоне и инстинктивно почувствовал, что что-то не так. Он, как и любой другой в этой деревне, знал Эмилию и ее историю. Подойдя ближе, он увидел, как Джейкоб стоит с мрачным выражением лица, наблюдая за происходящим. Не желая больше оставаться безучастным, Томас обострил внимание и закричал: «Эмилия, все в порядке!» Эмилия, находясь в трансе от происходящего, все еще искала способ установить связь с быком и, услышав голос Томаса, осознала, что ей нужно помочь. Она повернулась к нему и с состраданием в голосе ответила: «Томас, мне нужно помочь. Я чувствую связь с быком, но мне страшно». В этот момент Джейкоб заметил, что отношения его жены с быком становятся более открытыми и искренними, и это его очень разозлило. Томас, распознав напряжение вокруг, почувствовал необходимость защищать Эмилию. Он встал между ней и Джейкобом и уверенно произнес: «Не давай ему навредить тебе, Эмилия. Ты не одна. Я здесь». Эмилия, поддержанная словами Томаса, в этот раз почувствовала, как ее внутреннее «я» пробуждается. Она осознала, что в ее жизни существует нечто большее, чем просто тяжесть повседневности и привязанность к инвалидному креслу. Она боролась не только за свою жизнь, но и за жизнь животных, которые также страдали из-за жестокости и равнодушия. Ее легкие, как перо, движения стали символом того, что все возможно, когда у тебя есть поддержка. Но нападение Джейкоба стало непредсказуемым. Он начал кричать и угрожать, стараясь отвести внимание от Эмилии. Но во всем этом пыли гнева и силе страсти она нашла свою твердость. Несмотря на то, что ее тело было ограничено, ее дух был не сломлен, и она была готова бороться. В этот момент, когда все казалось пропитанным страхом и ужасом, бык, почувствовав эту энергетическую волну, стал еще ближе к Эмилии. Он подошел и разглядел ее с осмыслением, как будто начинал понимать, что именно здесь происходит что-то невероятное. Эмилия в тот же миг поняла: бык нуждался в ее любви как никогда. Ее мечты о том, как она смирилась с физическим ограничением, всплыли на поверхность, и она вдохнула глубокий вдох, готовая помочь не только себе, но и этому животному. В это время полицейские, привлеченные крики и шумом вокруг загонов, наконец прибыли на место происшествия. Они быстро оценили ситуацию и увидели, что ближе всего к Эмилии стоит животное, какое-то полуанивоском, живущее в этом загоне. Полицейские быстро разорвали Джейкоба и его собеседников, поняв всю степень угрозы ситуации. Арестовав Джейкоба, они прибыли к Эмилии и предложили помощь. В эту минуту она впервые ощутила, как тяжесть с плеч словно сняли, когда они обняли ее и сказали: «Все будет хорошо, Эмилия. Ты в безопасности теперь. Мы позаботимся о тебе». Это было начало нового этапа в ее жизни. После того, как Джейкоба арестовали и взяли под стражу, Эмилия осознала, что это не конец ее истории, а новое начало.
Она получила возможность заново жить, обрести уверенность и сделать что-то хорошее для животных, как тот бык, который так удивительно открыл ей глаза на благо. Вместо того, чтобы погрузиться в страдания, она решила, что сможет создать место, где другие животные также будут в безопасности и смогут находить поддержку. Эмоциональные и физические испытания, через которые ей пришлось пройти, стали основой для ее нового проекта. Эмилия вскоре стала активно работать над созданием приюта для животных. Она осознавала, что именно многострадальные существа, такие как бык, который спас ее в тот страшный день, нуждаются в понимании, защите и любви. Стремление создать приют стало ее новой целью, чтобы не только поддерживать себя, но и спасать животных, давать им новый шанс на жизнь. С поддержкой своих соседей и добровольцев Эмилия занялась превращением своего мечта в реальность. Деревенские жители, вдохновленные ее решимостью и мужеством, пришли на помощь, принося запасы еды, строительные материалы и, что немаловажно, свою саму любовь к животным. Эмилия потеряла множество любви и силы, но на ее глазах засиял свет. Она скоро понимала, что на ее пути будут препятствия. Жители деревни не только соединились вокруг ее идеи, но и настраивались на позитивные изменения. Прошло время, и жизнь в деревне начала меняться. Вместо того, чтобы наблюдать за угасанием теплых отношений, жители стали приходить в приют по очереди, чтобы помочь, работать и общаться с животными, которые были здесь спасены. Эмилия быстро стала источником вдохновения для всего села. Все начали понимать важность доброты и заботы о животных, даря им возможность начать новую жизнь. Весь этот процесс не был простым. Эмилия столкнулась с финансовыми трудностями. Не хватало средств на содержание приюта, на ветеринарные услуги и питание для животных. Однако, вместо того, чтобы сдаться, она использовала свою мотивацию и продолжала работать над созданием мероприятий, таких как благотворительные ярмарки и программы по помощи животным. Деревенские жители поддержали ее, и постепенно приют стал благополучным. Медленно, но верно, жизнь в селе начала меняться к лучшему, благодаря коллективным усилиям. Вскоре Эмилия смогла создать не только безопасное место для животных, но и укрепить свои отношения с местными жителями. Она стала символом изменений, показывая всем, что каждый человек может внести свою лепту и помочь тем, кто в ней нуждается, будь то человек или животное. Ее приют стал оазисом дружбы, любви и надежды. И вот, однажды, когда Эмилия смотрела на свой разрастающийся приют и его улыбчивых обитателей, к ней пришло понимание. Даже после всех трудностей, если ты следуешь своей мечте и действуешь из любви, ты извлечешь из этого что-то прекрасное и важное. Это высшее осознание подарило Эмилии внутренний покой, и она поняла, что ее приключение не закончилось, оно только начиналось. Таким образом, мы заканчиваем нашу историю о храброй Эмилии, ее борьбе с препятствиями, ее плоскости оказания помощи тем, кто в ней нуждается, и о том, как свет ее духа смог изменить не только ее жизнь, но и жизни многих других. С каждым новым восходом солнца Эмилия и ее животные впереди радовали мир, предоставляя пример того, что доброта, любовь и единство способны преодолеть любые трудности. Эмилия продолжала расширять свои мечты о большем будущем для всех и оперативно научилась служить другим, так как именно это и стало ее реальной сущностью. Теперь, когда смотришь на Эмилию и ее приют, трудно забыть, что добро может возникнуть даже из самых темных времен. Эта история напомнит всем о том, что в каждом из нас есть свет, и когда мы следуем нашим внутренним зову, мы можем создать мир, где домом станет любовь и забота. Эти идеи, вдохновленные одним коротким эпизодом, за который отважная душа боролась и преодолела, стали основой новой жизни.
Не только для нее, но и для всех животных и людей, которые были рядом с ней. Таким образом, в мире всегда будет надежда, даже когда все пытается дать нам назад, надежда, которую нельзя сломить в темноте. Эта история о любви, сострадании и смелости останется в сердцах всех, кто когда-либо испытывал трудные времена.